В нашей стране на сегодняшний день существуют клинические протоколы по коронавирусной инфекции. От 2021 года у взрослых, у беременных рожениц и родильниц, а от 2020 года у детей. Итак, коронавирусная инфекция COVID-19 – это острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмом передачи. Патогенетически COVID-19 характеризуется виремией, локальным и системным иммуновоспалительным процессом, эндотелиопатией, гиперреактивностью коагуляционного каскада, что в свою очередь может привести к развитию микро- и макротромбозов, а также гипоксии. Коронавирусная инфекция протекает от бессимптомных до манифестных форм с интоксикацией, лихорадкой, преимущественным поражением легких и внелегочными поражениями разных органов и систем, прежде всего с поражением эндотелия сосудов, сердца, почек, печени, поджелудочной железы, кишечника, предстательной железы, центральной и периферической нервной систем, с высоким риском развития осложнений, таких как острый респираторный дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии, сепсис, шок, синдром полиорганной недостаточности, а также острая сердечная недостаточность. У детей и подростков может быть вариант клинического течения в виде мультисистемного воспалительного синдрома, временно ассоциированного с COVID, так называемый Кавасаки-подобный синдром. У беременных может приводить к материнской и перинатальной смертности и заболеваемости. По МКБ-10 кодируется ООН-071 коронавирусная инфекция, вирус идентифицирован, ООН-072 коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован, а также кодировки У08.9, а также У10.9. Источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, а также бессимптомный носитель SARS-CoV-2. Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек последние 2 дня инкубационного периода и первые дни болезни. Вирусное поражение легких, вызываемое SARS-CoV-2, является специфической COVID-19 ассоциированной пневмонией. Выраженность и тяжесть клинических проявлений COVID-19 зависит от массивности заражения, так называемой инфицирующей дозы вируса с одной стороны, и индивидуальных особенностей макроорганизма с другой, включая возраст, пол, силу иммунного ответа, наличие сопутствующих заболеваний, а также факторов риска. Мультисистемный воспалительный синдром, временно ассоциированный с COVID-19 у детей и подростков, так называемый Кавасаки-подобный синдром, это новый синдром, который временно связан с воздействием вируса SARS-CoV-2 и может приводить к тяжелому и жизнеугрожающему течению заболевания. Это отложенное иммунологическое явление, связанное с развитием воспаления после симптоматической или бессимптомной инфекции COVID-19. Классификация. Бессимптомная форма, без клинических проявлений, с положительным результатом ПЦР, с отсутствием жалоб и также клинических симптомов. Клинические варианты с поражением верхних дыхательных путей, с ринитом и фарингитом, с поражением нижних дыхательных путей, это прежде всего COVID-ассоциированная пневмония, внелегочные COVID-ассоциированные поражения, такие как гастроэнтерит, нефрит, гепатит, миокардит, неврит обонятельного нерва, неврит слухового нерва, менингит, энцефалит, энцефалопатия, а также полинейропатия. По степени тяжести делится на легкую степень, средне-тяжелую, тяжелую, крайне тяжелую, а также критическую, с развитием острого респираторного дистресс-синдрома,
острой дыхательной недостаточности, шока и синдрома полиорганной недостаточности. По распространенности процесса по данным КТ делится КТ-1 менее 25% объема, КТ-2 25-50% объема, КТ-3 50-75% объема и КТ-4 более 75% объема. По рентген признака при отсутствии КТ делится на односторонний и двусторонний процесс с указанием доли, а также двухсторонний субтотальный или тотальный процесс. По течению сверхострое с развитием острого респираторного дистресс синдрома до 10 дней, острое до 1 месяца, затяжное течение от 4 до 12 недель, это долгий COVID, а также постковидный синдром свыше 12 недель. Осложнения следующие. Это острый респираторный дистресс синдром, острая дыхательная недостаточность, сепсис, септический шок, синдром полиорганной недостаточности, тромбоэмболия легочной артерии, острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца, миокардиты, перикардиты, инфаркт миокарда при отсутствии обструктивного поражения коронарных артерий, синдром Такацуба. По срокам развития первичное заболевание, а также повторное заболевание. Периоды инфекционного процесса при COVID-19. Инкубационный период. Продолжительность до 14 дней. Ведущий патологический механизм репликации вируса. Органы мишени. Верхние дыхательные пути, а также желудочно-кишечный тракт. Следующий период. Начальный гриппоподобный. От 1 до 7 дней болезни. В патогенезе также происходит репликация вируса, а также виремия. Поражение органов мишени верхней дыхательной пути, а также ЖКТ. Следующий период. Ранняя легочная фаза. Это 8-14 дни заболевания. Характеризуется виремией генерализованной, тромбовоспалительным синдромом, а также продукцией цитокинов. Поражение органов мишени прежде всего легкие, а также эндотелий сосудов. Следующий период. Поздняя легочная фаза. Это 15-28 дни заболевания. Характеризуется тромбовоспалительным синдромом, цитокиновым штормом, а также осложнениями. Поражаются органы мишени легкие, сосуды, характерно системное поражение сердца, почки, печень, ЦНС, предстательная железа. И последний период, период реконвалесценции от 14 дней до 3-6 месяцев. Характеризуется активацией репаративных процессов и формированием иммунитета, а также характеризуется остаточными изменениями легких и других органов. Примеры формулировки диагноза COVID-19. Например, по МКБ-10 У07.1. Коронавирусная инфекция COVID-19 легкой степени. Подтвержденный случай. Фарингит, острое течение. Следующее. У07.1. Коронавирусная инфекция COVID-19 средней степени тяжести. Подтвержденный случай. Острое течение. COVID-19 ассоциированная пневмония. КТ-2. Далее. У07.1. Коронавирусная инфекция COVID-19 тяжелой степени. Подтвержденный случай. Затяжное течение. COVID-19 ассоциированная пневмония. КТ-4. Осложнение. Дыхательная недостаточность третьей степени. Далее. У07.1. Коронавирусная инфекция COVID-19 тяжелой степени. Подтвержденный случай. Затяжное течение. COVID-19 ассоциированная пневмония. КТ-3. Нелегочные проявления. Энцефалопатия. Осложнения ОРДС. ДН3. Сепсис. Септический шок второй степени. Синдром полиорганной недостаточности. Сопутствующий диагноз. Артериальная гипертония третьей степени. Риск 4. ХСН 4 функционального класса. Сахарный диабет второго типа. Ожирение второй степени. И так далее.
Диагностические критерии COVID-19. Итак, инкубационный период от 2 до 14 дней, в среднем до 5 дней. Характеризуется общей слабостью, недомоганием, головной болью, потливостью, иногда выраженной, потерей аппетита, беспокойным поведением, так называемая ажитация. Кроме того, боли в мышцах, костях, суставах, ломота в теле. Кашель редкий, сухой или с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты. Может быть мучительным, приступообразным. Кроме того, першение и боли в горле при глотании, заложенность носа, ринит. Боли в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, аносмия – это потеря обоняния, агевзия – потеря вкуса, звон в ушах, нарушение слуха, тошнота, рвота, икота, абдоминальные боли, диарея, слабость сфинктеров, конъюнктивит редко, сыпь. При тяжелом течении характеризуется одышкой на момент осмотра или в динамике заболевания, затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, тошнота, рвота, упорная головная боль, боль в животе, боль в области сердца, головокружение, задержка мочи, периферический коллапс, острая сердечная недостаточность, тромбозы сосудов нижних конечностей, а также гангрена. Особенности течения COVID-19 у лиц пожилого и старческого возраста. Первое. Атипичная картина заболеваний без лихорадки, кашля, одышки, связанная с ослабленным иммунитетом. Общая слабость, снижение концентрации внимания и физической активности, потеря аппетита, делирий, бред, тахикардия, снижение артериального давления, падение, диарея, конъюнктивит. Кроме того, симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Эти моменты обусловлены: первое – поздним обращением за медицинской помощью, второе – поздней диагностикой, третье – поздно начатым лечением, как на уровне ПМСП, так и на уровне стационара, а также поздней госпитализации. Факторы риска тяжелого и осложненного течения у взрослых. Первое – возраст старше 60 лет. Риск возрастает с возрастом. Второе – сопутствующие болезни сердечно-сосудистой системы, такие как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность. Цереброваскулярные заболевания, сопутствующие хронические заболевания дыхательной системы, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, фиброзное изменение легких. Эндокринопатия, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение. Далее. Иммунодефицитные состояния, онкологические, гематологические заболевания, ВИЧ-инфекция. Кроме того, другие тяжелые хронические заболевания, например, хронические заболевания почек, а также курение. Это фактор риска тяжелого и осложненного течения у взрослых. Итак, стандартное определение случая COVID с учетом рекомендаций ВОЗ от 7 августа 2020 года. Подозрительные случаи. А. Пациент с любым острым респираторным заболеванием с наличием в репит-анамнезе контакта с подтвержденным или вероятным случаем COVID в течение 14 дней до начала симптомов. Б. Пациент с любой острой респираторной инфекцией пневмонии неустановленной этиологии, имеющий один из любых трех или более следующих признаков: лихорадка, кашель, общая слабость, утомляемость, головная боль, миалгия, боль в горле, насморк, одышка, анорексия, тошнота, рвота, диарея, изменение психического статуса. С. Пациент с любым заболеванием, получивший лечение медицинской организации в течение последних 14 дней, где был зарегистрирован случай COVID-19. Д. Работа медицинских организаций, в том числе в стационарных и амбулаторных условиях, в течение 14 дней до появления симптомов. Это подозрительный случай. Следующее. Вероятный случай.
Пациент, который соответствует клиническим критериям подозрительного случая. А. Типичные результаты визуализированных методов исследования органов грудной клетки, указывающие на COVID-19, включая следующие. Рентгенография органов грудной клетки с туманными затемнениями, часто округлой морфологии, с периферическим и нижним распределением по легких. Второе. КТ органов грудной клетки. Множественные двусторонние затемнения по типу матового стекла, часто округлой морфологии, с периферическим и нижним распределением по легких. Третье. УЗИ легких. Утолщенные плевральные линии, Б-линии, многоочаговые, изолированные, если сливающиеся, консолидированные паттерны с симптомом воздушной бронхографии или без него. Б. Летальный исход от пневмонии или ОРДС неуточненной этиологии. С. Человек с недавним появлением анасмии и агевзии при отсутствии какой-либо другой выявленной причины. И Д. Положительный результат ИФА с обнаружением антител иммуноглобулина М, иммуноглобулина G, а также сумма иммуноглобулин М и G. Подтвержденные случаи – это когда имеется лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР, независимо от клинических признаков и симптомов. Критерий степени тяжести COVID-19. Итак, мы различаем легкую степень, среднетяжелую, тяжелую, крайне тяжелую, критическую степень. Итак, легкая степень. Температура тела нормальная или субфебрильная. Одышки нет. ЧВД менее 20 в минуту. Сатурация более 95%. На рентгене или КТ легких нет изменений. Фоновые заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ИБС, как правило, отсутствуют или они компенсированы. ЧСС 60-80 ударов в минуту. Показатели общего анализа крови, содержание лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов в пределах референсных значений. Это была легкая степень. Следующее. Средне-тяжелая степень. Характеризуется повышением температуры тела, чаще фебрильная, одышка при нагрузках. ЧДД 20-22 минуту, сатурация 94-95%. На рентгене туманное затемнение, часто округлой морфологии, с периферическим и нижним распределением по легких. Второе. КТ1 или 2, объем поражения до 50%. Фоновые заболевания, как правило, имеются, но без признаков декомпенсации или обострения. ЧСС 80-101 в минуту. И в общем анализе крови характеризуется незначительной лимфопенией, более 15%. Теперь тяжелая степень. Характеризуется повышением температуры тела, субфебрильная, фебрильная, реже нормальная. Одышка при незначительной нагрузке, разговоре, покое. Число дыхательных движений 23-30 в минуту, сатурация 90-93%. Рентген признаки двустороннего вирусного поражения легких, что соответствует КТ3-4, объем поражения свыше 50% легких. Фоновые заболевания имеются в большинстве случаев, часто обострение фоновых заболеваний. ЧСС 100-120 в минуту, общий анализ крови лейкопения, лейкоцитоз, лимфопения менее 10%. И крайне тяжелая или критическая степень характеризуется повышением температуры тела, субфебрильная, фебрильная, реже нормальная, одышка уже в покое, число дыхательных движений более 30 в минуту, сатурация меньше 90%, рентген признаки значительного двустороннего вирусного поражения легких, что соответствует КТ4, объем поражения легких 75-100%. И характеризуется полиорганной недостаточностью, декомпенсацией фоновых состояний. При этом ЧСС более 120 в минуту, могут быть нарушения ритма сердца и проводимости. Характеризуется лейкопенией или лейкоцитозом,
выраженной лимфопении, а также тромбоцитопении и анемии. Дифференциальная диагностика с чем нужно проводить? С гриппом, метапневмовирусной инфекцией, корью, атипичной пневмонией, а также острыми кишечными инфекциями. Критерий исключения диагноза гриппа – это выраженный катаральный синдром, склерит, ринорея, трахит, относительный лимфоцитоз и отрицательный ПЦР. Метапневмовирусная инфекция. Критерий исключения диагноза – ринит, бронхит, бронхиолит, отрицательный ПЦР. Корь-катаральный период характеризуется выраженным катаральным синдромом, склеритом, конъюнктивитом с последующими этапными высыпаниями. Характерны пятна филатово-бельского коплика, а также отрицательный результат ИФА. Острые кишечные инфекции. Характерно отсутствие эпиданамнеза, а также отрицательные результаты лабораторных исследований. Если говорить о ведении пациентов с COVID на всех уровнях оказания медицинской помощи, то в начальном или гриппоподобном периоде на амбулаторном уровне, назначается парацетамол не более 2 грамм в сутки или бупрофен 200-400 мг. Для профилактики повторных ишемических событий назначается аспирин в дозе до 100 мг. При наличии противопоказаний к аспирину может быть назначен клопидогрель 75 мг в сутки. Другие препараты не рекомендуются. На раннем легочном периоде, то есть на 8-14 дней заболевания, на амбулаторно-стационарном уровне, помимо парацетамола, показана позиция тела на животе, так называемая пронпозиция, это по 1 часу 4 раза в день при хорошей переносимости. Кроме того, диафрагмальное дыхание по самочувствию, а беременным положение на боку, а также колено-локтевое положение. Кроме того, респираторная поддержка – это кислородотерапия по показаниям при сатурации менее 93%. При наличии высокого риска тромбозов и низком уровне кровотечения рекомендуется проведение лекарственной профилактики венозных тромбозов. Речь идет о назначении антикоагулянтов, которые нужно назначать после общего анализа крови, то есть гемоглобина, тромбоцитов, D-димеров. На амбулаторном уровне паразитные антикоагулянты в профилактических дозах. Например, апиксабан 2,5 мг 2 раза в сутки, или дабигатран 110 мг 2 раза, или ривароксабан 10 мг в сутки. Кроме того, антиагреганты – это аспирин или клопидогрель. Гормоны не рекомендуются рутинно при средне-тяжелой форме заболевания. И теперь показания для экстренной госпитализации. При средне-тяжелой степени заболевания у пациента с наличием факторов риска тяжелого течения. Второе. При тяжелой степени заболевания. Третье. При крайне тяжелой или критической степени с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, сепсисе, септическом шоке и других. И если есть лихорадка свыше 38 градусов и выше в течение 5 дней, которая устойчива к жаропонижающим препаратам, если число дыхательных движений больше 24 в 1 минуту, при наличии одышки нарастающего характера,
при обычных бытовых нагрузках, разговоре. Далее, при снижении сатурации менее 93%, а также у лиц с факторами риска, то есть возраст старше 60 лет, сахарный диабет, артериальная гипертензия. При средней степени тяжести, если число дыхательных движений 20-24 в 1 минуту, сатурация 93-95%, КТ1-2 при наличии, а также при КТ3 и 4. Это показания для госпитализации. Благодарю за внимание.